Здравствуйте. Меня зовут Дарья, и сегодня я хочу ответить на вопрос, который мне задали. Как же в провинции, в сельской местности выбрать лошадь, чтобы не подсунули кривую, больную, хромую, старую, поскольку ветеринаров в округе может и не быть, рентгенов, естественно, тоже никаких нету, а хочется купить лошадь, которая была бы, в принципе, добронравной, доброезжей и, по крайней мере, работала еще некоторое время и стоила бы своих денег. Ну, я сейчас расскажу и покажу такие самые простые вещи, которые должен проделать каждый покупатель, осматривая лошадь с желанием ее приобрести. Значит, во-первых, нужно обязательно в самом начале попросить владельца провести лошадь шагом и рысью по ровной прямой поверхности, чтобы вы увидели, не хромает ли лошадь на все 4 ноги разом. То есть это обязательно. А если движения лошади вас полностью сотраивают, то тогда мы начинаем рассматривать лошадь уже более предвзято и конкретно. Значит, во-первых, вы должны проверить спину лошади на ее, скажем так, проблемы. Не жалуется ли лошадь на какие-то проблемы со спиной. Вы это можете делать, не садясь на лошадь. Каким же образом? Стоим. Вы прощупываете спину от холки и до хвоста, сильно надавливая пальцами по обоим сторонам позвоночника. Ведете и смотрите, не жалуется ли лошадь в каком-то месте. Как выглядит жалоба лошади? Вот, допустим, вы раз нажали, и лошадь в этот момент, просела как бы в спине, прогнулась от вашего давления. Причем давить вы должны сильно-сильно, прям вот сильно. Не чуть-чуть пальчиками, а сильно надавливая. Причем это можно делать копытным крючком, обратной стороной его, то есть круглой какой-нибудь пластмасской, либо, может, ручкой расчески, щетки, либо еще чем-нибудь, если пальцами никак. То есть вы проводите вот таким вот образом до хвоста. Причем, помните, лошадь может, незнакомая вам, и махнуть ногой, и как бы на вас скрыситься. Если лошадь вам нужна добронравная, смотрите за этим. Если лошадь начинает на вас как-то агрессивно или неадекватно реагировать, то посмотрите, на что она так делает. Может быть, у нее какие-то привычки дурные есть, которые вам потом не подойдут. Скажем, если вы лошадь чистите под подпругой, допустим, вот тут, и она пытается вас укусить, а вы не хотите, чтобы это происходило, то есть тоже вы смотрите внимательно за этим. Ну и еще хочу провести один тест. Опять же, при условии, что лошадь не бьет задом. Вы можете взять за хвост и потянуть лошадь назад. Аккуратно. Тянем. Сильно, аккуратно и сильно тянем. Если лошадь шагнула назад, как сейчас она это делает, значит, со спиной у нее все в порядке. Если вы никак не можете сдвинуть лошадь назад, она всячески вам сопротивляется, пытается отмахнуть, либо спину согнуть вот таким вот колесом, значит, у нее проблемы в пояснице. И вам, скажем так, как верховая лошадь, это животное может и не подойти. То есть при моменте подтягивания за хвост лошадь должна сделать шаг назад. Еще раз я попробую это сделать. Вот, тяну, и лошадь отходит назад. Все хорошо. Далее смотрим ноги. На скакательных суставах сзади не должно быть наливов, то есть таких больших мягких шишек. Вот здесь шишек, пипгаков тоже не должно быть. Если суставы
сырые, так называемые, ну, то есть тут какие-то наливы, эту лошадь лучше не брать, потому что это может быть растяжение сухожилия, это может быть чип или еще какие-то проблемы. То есть эта лошадь не рабочая. Суставы задних ног должны быть сухими, они не должны быть с какими-то непонятными образованиями. Дальше прощупываем сухожилия, проводим рукой вот здесь и вот здесь. Смотрим, нет ли накосников или каких-то непонятных в вашей руке вещей. И так делаем с каждой ногой. Нет ли каких-то мягких вещей, которые тоже говорят о травмах лошадиных ног. Дальше рассматриваем щетки. Щетки — это вот эти штуки, которые защищают, вот эта шерсть, которая защищает копыта лошади от всевозможных внешних факторов. Значит, поднимаем и смотрим чистоту бабки сзади, чтобы вот здесь не было корочек, не было струпьев, не было никаких тоже непонятных вам вещей. Дальше рассматриваем саму бабку. Вот путовый сустав, да, смотрим, прощупываем, нет ли там мокреца, ну и смотрим уже дальше, чистые ли у лошади ноги. Если чистые, все хорошо. Осматриваем лошадь на момент кожных заболеваний. Мы начали с самих ног и потом смотрим ее корпус, смотрим гриву, смотрим, нет ли где-то насекомых или каких-то странных вещей, напоминающих лишай, либо еще какие-то вещи. Еще один момент, который тоже скажет вам о заглистованности животного. Если хвост лошади вот здесь вот таким вот образом зачесан, вот так, и прямо тут вот так вот вычесано, вот здесь, вот, допустим, поторчит вот таким образом, вот, то, скорее всего, у лошади зуд от наличия глистов. То есть лошадь заглистована. При этом она может быть худоватой, либо с большим животом. Если инвазия уж настолько большая, что прямо у нее в кишечнике кишмя кишит глистов, и живот очень большой, то я бы тоже посомневалась, надо ли брать эту лошадь, потому что она может пасть от интоксикации, такое тоже иногда в деревнях бывает, от интоксикации продуктами жизнедеятельности глистов. Ну, смотрим общую упитанность лошади, хребет не должен торчать. Если хребет торчит, особенно в летнее время, и начало осени, это говорит о нездоровости животного, либо о его физической убитости, скажем так. Спина, мышцы спины должны закрывать хребет. Позвоночник торчать не должен. Или если мы говорим о верховых лошадях, более тонких, звонких, то мышцы вокруг хребта должны быть достаточно, скажем так, оформленными. Да? Хребет не должен выпирать, а дальше быть пустому месту, и уже ребра торчат. Ребра могут быть видны, но на глаз они не должны считаться. То есть вот как бы здесь ребра, как бы, да, они видны, прощупываются, но они нечитаемы глазу, и мы не можем их пересчитать. Лошадь в хорошей кондиции. Ну, дальше желательно проверить, как лошадь дает ноги. Деревенские лошади, кстати, не всегда дают ногу, стукивая скажем так, по ноге рукой, поэтому можно попросить лошадь вот таким образом, подтянув за щетку. Если лошадь держит ногу и не сопротивляется вам, стой, значит, проблем с расчисткой у этой лошади, скорее всего, не будет. Ну, она не должна кусаться, не должна крысить на вас лицо, должна давать вам трогать уши и глаза, и нос. Это тоже хорошо. Дальше возраст. Вы должны все-таки не верить на слово продавцу, а посмотреть в рот лошади на предмет ее возраста. То есть мы смотрим зубы. Как это делаем? Берем чомбур, либо какую-то веревочку, если нет уздечки, продеваем в рот и открываем
губы, да, и зубы ложь. И смотрим на режущую поверхность резцов, то есть на форму резцов. Вот. Резцы это, ну, совать туда палец не буду. Нижние зубы на чашечке. Смотрим на чашечки. Чашечки это вот эти овальные плоскости, которые нам сейчас видны. Ну, вот этой лошади 6 лет. Зубы у нее, как мы видели, овальные. Я не буду углубляться в рассмотрение возраста и идентификацию лошади, точнее ее возраста по зубам. Скажу лишь, что любой коневладелец должен разбираться в 3 основных формах зубов лошади и различать молодую лошадь, лошадь среднего возраста и лошадь старую. Значит, как выглядят зубы? Сейчас вот здесь я немножечко нарисую чем-нибудь, какой-нибудь палочкой. Вот здесь. Значит, у молодой лошади зубы всегда вот такие овальные. То есть это чашечка, режущая поверхность зуба. Когда мы рот открываем, мы ее видим. Чашечка овальная у лошади до примерно 7 лет. Дальше она начинает становиться более круглой. Более круглый. Это возраст к 10 годам. Далее она начинает становиться более треугольной. Это 10-13 лет. И дальше чашечка становится совсем треугольной. Вот такого вот вида. И наклон челюсти уходит у лошади вперед, как клюв у птицы. Вот такой длины чашечки, вот такой формы, это 15 и более лет. Чем длиннее вот этот угол, тем лошадь более старая. То есть вы должны понимать, что вот такая овальная поверхность у молодой лошади, круглая с тенденцией на небольшой треугольник, средний возраст, и вот такая длинная треугольная – это старая лошадь. В этом должен разбираться каждый коневладелец при покупке лошади. Все остальные нюансы по зубам можно изучать отдельно. Вопрос, нужно ли вам это. Форма чашечек, форма звездочек, изменение их вплоть до полугода мы можем выяснить, сколько лет лошади. Но смотрите, сами можете этим заняться отдельно. Это уже ваше личное дело. Вот. Но должны понимать, что такой же ребенок среднего возраста лошадь и лошадь старая. Что еще хочу сказать? Ну вот, посмотрев бы вот эту лошадь, я попросила бы владельца поседлать ее и сесть на нее верхом, проехав какое-то расстояние, шагом, рысью, и перевести в галоп. Если вы покупаете упряжную лошадь, обязательно попросите владельца запрячь ее. Почему я говорю о владельце? Вы увидите, как это человек делает и как лошадь на это реагирует. После того, как владелец это выполнит, вы можете сами сесть на лошадь или сами попробовать ее запрячь или поседлать. Только после этого вы должны решить, нужно ли вам это животное или нет. Хочу еще отдельно коснуться здоровья лошади в плане пищеварения и дыхательной системы, а также здоровья общего. Ну, общее здоровье мы видим по блеску и качеству шерсти, а также по качеству копыт. Если шерсть блестит, она ровная, она не клочковатая, не, скажем так, не имеет каких-то кудряшек, особенно в тех местах, где лошадь сырая, ну, скажем так, она более-менее здорова. Копытный рог должен быть ровным, без шелушений, без сколов, без каких бы то ни было неровностей или вот таких бороздок на копыте. Копыто лошади должно выглядеть нормально, то есть, ну как, оно должно выглядеть нормально, как копыто лошади, не иметь каких-то длинных зацепов, не иметь каких-то непонятных расклешений, каких-то непонятных отростков. И, в принципе, если
у вас возникает вопрос по копытам, лучше позвать человека, который разбирается в ногах лошади, чтобы он посмотрел на них поподробнее. Вот. Но копыта лошади – это вообще отдельный разговор. В принципе, если лошадь двигается, как я уже говорила, по ровной поверхности, шагом, рысью и галопом без аритмии, вы видите, что это так, то, в принципе, надеюсь, что с ногами у данной лошади все в порядке. Если даже они немножко копыта немножко или сильно отросли, то их можно расчистить, и, в принципе, все будет хорошо. Вот. Дальше вы, конечно же, посмотрите в глаза лошади, чтобы увидеть, нет ли у нее бельма, либо травм роговицы. Глаза не должны слезиться, глаз должен быть открытым, чистым, без всяких помутнений и белых пятен. Можно махнуть рукой, чтобы увидеть, видит ли лошадь вашу руку. Видит. Также звук. Хлопнуть, и вы увидите, слышит ли лошадь звук. Если хотите проверить лошадь на адекватность относительно автотранспорта, лучше вывести лошадь к дороге и посмотреть, насколько она отреагирует на машины. Это тоже важно, потому что она может запрягаться, но бояться шума или бояться транспорта. Ну и самое главное еще – это пищеварение и дыхательная система. Лошадь не должна дышать животом. То есть каким образом? Что такое дышать животом? То есть, когда лошадь дышит, то у нее раздувается в основном вот эта часть тела, грудная клетка. Но если при дыхании вы явно видите, что работает вот это место, прям сильно-сильно расширяется, да, вот это место, живот лошади, то есть вероятность, что лошадь имеет проблемы с дыхательной системой. Если у вас возникло такое подозрение, смотрим на ноздри лошади. Но ноздри должны быть мягкими и спокойными. Они не должны быть тонкими, они не должны быть тонкими, они должны быть мясистыми и очень спокойными. То есть они не должны быть напряжены. Вот у этой лошади ноздри нормальные. Ноздри хорошо дышащей лошади. Если лошадь ноздри вот так раздувает очень широко, вот так, и кромка ноздри тонкая, как будто напряженная, как будто человек вот так вот раздувает нос, это говорит о том, что лошадь дышит, напрягая легкие и очень сильно вдыхает воздух, то есть делает так. Это говорит о затруднении дыхания. Но затруднение дыхания может быть, это может быть и сердечная одышка, а может быть и легочная. Если легочная, у лошади может быть хобл, может быть апо, это иногда так называют. У лошади может быть эмфизема. Эмфизема не лечится, хобл поддерживается. Но такую лошадь лучше в работу не покупать. Сердечная одышка случается либо у сердечников, либо у лошадей с эмфиземой, когда сердце настолько большое, что лошадь начинает дышать сердцем, а не легкими. То есть сердце работает больше, чем должно для перегона крови в мышцы. Еще хочу обратить внимание на запальный желоб. Это напряженная вот эта мышца живота, она идет вот так, вот здесь. Если вы видите, что вот здесь лошадь как бы втягивает эту мышцу, напрягает, как будто ремнем вот здесь перетянули лошадь, и когда она дышит, этот ремень напрягается, вот так вот, вдавливая вот сюда вот, как бы все содержимое живота и грудной клетки, это тоже говорит о том, что лошадь со всей силы выталкивает диафрагмой воздух из легких и из бронхов. Это не говорит о здоровье животного. Ну и, конечно, можете еще попросить лошадь подышать вам в нос. Понюхайте запах изо рта вашей будущей лошади. Ну, изо рта или из носа. Когда лошадь дышит, оттуда не должно быть зловонного запаха, который говорит о недоперевариваемости пищи, либо о работе каких-то бактерий, которые не свойственно как бы быть в пищеварительной системе лошади. Ну и последнее, что мы делаем, смотрим хвост лошади,
смотрим ее, скажем так, вид сзади, насколько у лошади качественный стул. Хвост не должен быть грязным, он не должен быть испачкан фекалиями, на нем не должно быть сосулек, ну тут репье, это ничего страшного. Сосулек с задней стороны хвоста, вот здесь вот, и испачканности быть не должно. Если такое есть, надо смотреть, либо лошадь в охоте, если мы говорим о кобыле, либо у нее не все в порядке с пищеварением. И попросите зайти в денник, где стояла эта лошадь, или в сарай, или в стойло, и посмотреть, какого качества у нее кал. Нормальные какашки должны быть круглые, сформированные, они не должны быть коровьими лепехами, они не должны быть жидкими, и стены не должны быть обкаканы жидким стулом лошади. Если стул лошади жидок, подумайте, стоит ли брать эту лошадь, у нее могут быть проблемы с пищеварением. Ну вот, собственно, я, наверное, сказала наиболее такие явные вещи, которые может увидеть любой покупатель, не прибегая к услугам ветеринара. Ну, конечно, еще хочу сказать такую явную вещь, что лошадь должна быть симметричной, да? Само собой. У нее все тело должно быть симметричным. Если лошадь не симметрична, значит, она перегружает одну часть, скажем так, ослабляет нагрузку на другую часть своего тела, что тоже говорит о неправильной работе мышц, костей и сухожилий. Несимметричную лошадь не покупайте. У нее могли быть травмы или травмы на сегодняшний день не зажившие. Ну, собственно, вот, я осмотрела данную лошадь для вас. И, собственно, она в порядке, на ней можно работать. Она не больна, у нее все хорошо с ногами. Единственное, что я ее не двигала по, скажем так, по какой-то линии. Но это можно сделать всегда, и вы это можете сделать сами и увидеть на примере той лошади, которую будете покупать. Единственное, что бонусом в окончании нашего с вами сегодняшнего разговора хочу вам представить ролик, как иногда происходит просмотр лошади, когда покупатель приезжает, допустим, в данном случае к цыгану и смотрит коня на предмет покупки. Не всегда у нас получается осмотреть лошадь так, как осмотрели сегодня. Ну что ж, бывают, случаются и такие веселые моменты.
что, всего хорошего, смотрите наш канал. До свидания.